возникает два вопроса. Либо Владимир Зеленский, чем по роялю играем, тем к этому перемирию и отнесся, либо это делают те, кто вообще уже никому не подконтролен, в том числе и этому игроку на рояле. И это будет еще тревожнее. Но это опять же к вопросу, с кем договариваться, кому договариваться. Есть такое слово, как договороспособность, но я думаю, что произносить его на территории подконтрольной Киева сейчас запрещено со страхом уголовного преследования. То есть с кем там договариваться, что там происходит, зачем надо было сжигать под суше собственный газ. Так, на всякий случай. Детский вопрос. Чей газ горит? Если горит то, что идет после газоизмерительной станции, это труба, которая плавно переходит в трубу на территории Украины, и там, да. А другого газа, извините, нет. У нас труба несколько иначе была использована. Там газа нет. Может быть, они на всякий случай, мама родная, а вдруг они через Суджу и дальше как пойдут, и Пусть выжигают всю. Нет, кстати, от границы до границы. На месте киевских вот этих персонажей можно сейчас выйти и выступить в стиле «Ридна, Европа, тебя спасаем». Там уже кто-то топал. Там уже мы легли, послушали, и там под землей топ-топ-топ-топ-топ было. Они могли до Вены так дойти, мы тут все сожгли. Не-не-не, максимум до Баумгартена. В районе Баумгартена пришло... Там же что? Там точка сдачи. Ты выходишь, говоришь, сдавайтесь, и там все... Ой, ладно. И минутка искрометного юмора в рамках геоэнергетики Лайф. Кстати, я предлагаю прерваться на пару-тройку вопросов, потому что они тут поступили, накопились и продолжают. И дальше продолжим еще пару слов скажем про Украину, про запасы газа, про это все. Хватит вам про Украину, давайте к нашим баранам. На РБК прошла новость о серьезном подорожании газа для потребителей внутри РФ. Каждый год осенью Федеральная антимонопольная служба публикует у себя на сайте приказ о уровне цен. У нас цены государством регулируются. Уровни цен. Поэтому, если новость прошла, то она, видимо, в каком-то была контексте, потому что у нас эта новость была известна с осени 2024 года. Это новость, которая только что прошла по РБК в ноябре 2024 года. Может быть, она все это время шла до РБК и никак пройти не могла? Тут же ссылки нет. Что за новость, о чем? Какая? Да. В общем, если что, это известно. Там на уровень инфляции примерно повышение идет. Инфляция не маленькая, поэтому и повышение, я думаю, многих несколько удивляет. Здесь мы точно ничего не можем сделать. Это государственное регулирование такое, какое есть. Ввиду очередного захвата нашего танкера в Балтике хочется опять спросить. Ладно. Почему мы до сих пор не имеем даже проектов развития нефтеналивных терминалов в Мурманске или Архангельске, даже без трубы, хотя бы с железной дороги, даже порт, в общем... Какой наш... Ждем, пока трафик через Балтику остановит, какой наш план «Б». Понимаете, через Балтику все равно придется идти, если что. У нас Северный морской путь не круглогодичный, даже если вы в Мурманске, Архангельске, не знаю, и еще в ряде мест, которые тоже для этого годятся, сделаете нефтеналивные мощности, вам эту нефть придется везти через Балтику. Поэтому в данном случае претензия... точнее, мысль ваша понятна, но нам для того, чтобы план «Б» реализовать, необходимо сделать круглогодичным Северный морской путь. Есть еще один вариант, он исторически не так давно проходил. Наши торговые суда шли под нашим флагом, и в том случае, если их кто-то пытался остановить, подходили не суда, а корабли под нашим флагом. И на этом инциденты обычно заканчивались. А сейчас это судно, которое принадлежит какой-то, по-моему, эквадорской компании, под гватемальским флагом, черт-те что еще, как со всем этим бороться? Зато на Украине газификация близка к 100%. Вы это нам не первый раз пишете, и это, как было в прошлый раз, неправдой, так и сейчас это неправда. Неправда это по двум причинам. Причина первая. С 2014 года на Украине ввиду повышения цен идет активная дегазификация, то есть люди просто обрезают трубы, серии «спасибо, по такой цене мы не тянем». А во-вторых, там в статистике газификации, в отличие от Российской Федерации, учитывается не только сетевой газ, то есть когда вам из трубы протянули до дома трубу, но и газификацию баллонами, пропан-бутан, пропановыми баллонами.
Вот это там тоже газификация. То есть если до вас можно довести баллон, вы газифицированы. Это не их придумка, это еще при Союзе, когда газификация только начиналась в 30-х, 40-х годах. Вот если вы можете пропан доставить, значит, все нормально, вы газифицированы. И долгое время это попадало в статистику. Просто на Украине, вот так сохранили. Нету там стопроцентной газификации. Да, она была выше, чем в РСФСР, но, простите, мировая практика. Газификация идет от магистралей. Распределительные сети строятся от газовых магистралей. Поскольку через Украинскую Советскую Социалистическую Республику прошло несколько экспортных трубопроводов, разумеется, с газификацией там было попроще. Поскольку есть еще и места для обустройства подземных хранилищ газа, то еще лучше. А газифицировать территорию РСФСР, попробуйте сравнить две площади, попробуйте вспомнить, из каких месторождений шла газификация, и попробуйте вспомнить о том, что газификация в Восточной Сибири и Дальнего Востока при советской власти, в Российской Советской Федеративной Социалистической Республике была очень устойчива. 0. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. И это, опять же, не чей-то, знаете, злобный какой-то замысел, просто газификация в первую очередь идет в сторону крупных потребителей. То есть сначала газифицируется там, где стоит крупный завод, куда газ нужный как сырье и как топливо для ближайшей электростанции. Крупные города газифицируются. То есть газифицируется то, что проще газифицировать. Плотность населения, если больше, то, опять же, там газификация идет бодрее, чем в Восточной Сибири. Люди, Может, Украина решила Чернобыльскую станцию американцам, кстати, тот же самый зритель пишет, станцию американцам сплавить, а то от нее им никакого толку, только расходы. Неправда. Вот опять же, что вы нас вводите в заблуждение? От нее только доходы. Вы всегда можете сказать: ребята, деньги кончились на содержание Чернобыльской атомной электростанции, подкиньте, пожалуйста. И что характерно, каждый раз подкидывают, поэтому это очень хороший актив. Прям Чернобыльская атомная электростанция, за нее надо обеими руками, ногами или что-то у них там отросло, пока они держатся. В общем, за нее надо держаться. Щупальцами дайте, рогами, всем. И, кстати, американцы как раз зону Чернобыльской атомной электростанции под свой контроль возьмут охотно. Центральное хранилище лученого ядерного топлива построила американская компания «Холтек». Новый саркофаг построила американская компания «Холтек». Все родное, все знакомое, чего ж и нет. Так что договорятся, если захотят. Так, меня поправляют все союзные старосты. Калинин, большое спасибо. Был неправ, оговорился. Видите, нас смотрят интеллигентные, прекрасные люди, которые готовы поправить. Нет, правда, большое спасибо, но оговорка. Насколько вероятно получение Росатомом контракта на обслуживание АЭС подконтрольными США на Украине, если такое случится? 0. С той поры, как наши реакторы стали ставить неизвестное нам топливо, все гарантийные обязательства сняты. По-моему, совершенно очевидные вещи. Если вы автомобиль, купленный в автосалоне у авторизованного дилера, начинаете заправлять у дяди Феди в гараже, а потом приходите, у меня что-то двигатель чихает. Я вежливо спрашиваю: ты заправлял-то где? У дяди Васи? К дяде Васе иди. Все. Топливо от Вестингаус, характеристики неизвестны. Постреакторных исследований никто не проводил. Разумеется, Росатом снял все гарантийные обязательства. Что будем делать с Германией, конфисковавшей наш танкер? Наш танкер? А это наш танкер? Он шел под флагом Российской Федерации? Он зарегистрирован в Российской Федерации? Это наш танкер? Нет, нефть там может быть наша. Российская. А сам танкер, он не наш. Что мы можем сделать, если это танкер зарегистрированный, где он там? Маршалловы острова какие-нибудь. Острова крокодилии слезы. Ничего. Собственно говоря. А как украинские олигархи столоваться будут, если все продадут США? Это главный вопрос. И этих персонажей это все очень сильно беспокоит. Так ладно. Всем уже давно известно, что из России по газопроводу после окончания транзита идут только солдаты. Но это вы в Турции расскажите. В Турции все хорошо. Там благополучно идут. Идет газ. В Китае никаких проблем нет, в Узбекистане никаких проблем нет. Не надо просто прекращать поставки газа, вообще все будет хорошо.
Ой, нам тут такое прислали. Французы разработали домашнюю систему хранения энергии в сжатом воздухе. Пока китайцы лезут под землю в поисках мест для хранения, там энергии в сжатом воздухе французы предпочитают. Знаете, вот таких вот сообщений про сверхэффективные системы хранения по несколько штук за год появляются. Ну, что-то как-то ВОЗ и ныне там. Я помню, в Штатах был замечательный стартап, который обещал термоядерный реактор в автомобильном прицепе или что-то такое. 44 миллиона денег собрал, тамошних американских, куда-то пропал. Но все было очень эффективно. Александр, какая Балтика из Мурманска? Из Мурманска и Архангельска можно напрямую выйти в Атлантический океан, минуя датские проливы. Более того, Мурманск порт не замерзающий, там можно грузить суда с любой осадкой. Хорошо. В Атлантический океан. Хорошо. Вопрос, где конечный покупатель? Да нет, ну хорошо, в Атлантический океан сразу из Мурманска. Я даже... Все, хорошо. Вы правы. Окей, просто окей, хорошо. Там, ну... А можно карту Европы вывести на экран? Вот прям вот, знаете, карту Европы на экран. Вот почему-то вот сразу в Атлантический океан. Ладно. Дальше, извините. Чего? Видимо, живу в Гватемале. Денег покашлял, тарифы на газ не тяну. Ну, допустим. Про Украину продолжим. Тем более времени не так много осталось, пока нам карту Европы выводят на экран. Так вот, Украина импортировала с начала года примерно 820 миллионов кубических метров газа. При том, что последние 3 года годовой импорт был 1,5-2 миллиарда кубов. Здесь с начала текущего года, то есть меньше, чем за 3 месяца, 820 миллионов. 820 миллионов. Ну, не рассчитали, зима холоднее была. Бывает? Ну, зима холоднее, опять же, какие-то проблемы с добычей, какие-то проблемы с подземными хранилищами газа. Ну, такая вот неприятность вот какая-то случилась. Ну, неприятность на самом деле в том, что даже украинские эксперты говорили о том, что летом, когда цены были ниже, надо было закупать больше. Там было подозрение у людей, что зима может быть холоднее. Она оказалась холоднее. Покупать стали сейчас. Летом цена была в районе $300 за 1000 километров, сейчас 500 и выше. Не, ну думали, пропетляем. Не пропетляли. Кстати, про не пропетляли. В подземных хранилищах газа на Украине газа осталось 1 миллиард кубических метров. И это не фигура речи, это, знаете, там с небольшим округлением вот величина, которая там осталась. Было 8,5 миллиардов, остался 1 миллиард кубов. Ну, и ничего страшного, зима заканчивается. Не, зима заканчивается. Я прям посмотрел прогноз погоды. Все прекрасно, все очень хорошо и местами даже замечательно. Вот, это местами даже замечательно выглядит следующим образом. Вам надо будет накапливать еще где-то 7,5 миллиардов кубических метров в течение следующего года. Где их взять? Где их взять? Если проблемы есть с добычей. Ах, да, энергетическое перемирие. Что там с Курской атомной электростанцией, с Суджей? Что там у нас с нефтью, с нефтебазой, с нашей, которую никак потушить не могут? Нет, ну... Пожар 4-й А степени. это вот после того, как выложили? В ту ночь. Ай-яй-яй. Как неудобно получилось. Как прям вот неудобно получилось. Ну, вы понимаете, да? То есть ситуация, ну, мягко... Давайте так. Вот люди, которые занимаются управлением энергетикой Украины, это люди предельно странные. До 22 года они были, ну... Это люди, которые на ровном месте умудрились парочку неплохих таких энергетических кризисов создать. Ну, во второй половине 21 года просто, вот, знаете, из ничего. Ничто не предвещало. Надо было только уголь завести. Ну, это же уголь, это же его как-то это загрузить, разгрузить. Это сложно. Не завезли, энергетический кризис. Ну, вот. Ну и сейчас, представьте, как эти люди управляют. Европа, у них то же самое, тоже не завезли. Ну да, надо было идти как-то вот параллельными курсами, а они решили, красота. Линию партии надо блюсти. Ой, ну их всех. Я предлагаю про Трампа и нефтяников пару слов уже сказать. Встреча была замечательная. Да. Мы ничего про нее почти не знаем, кроме того, что... Не, Блумберг кое-что написал. Тут есть такой момент. Значит, в среду Блумберг сообщает, что руководители более чем десятка нефтяных компаний пришли на встречу
с Трампом. Там не только добывающие компании, не только вертикально интегрированные крупные, но там Baker Hughes, например, были. Но для примерно, знаете, вот все как-то благожелательно друг с другом, не убирайте пока цитату, не убирайте. И все друг с другом благожелательно общались, ни у кого никаких претензий не было, все сказали, какой Трамп молодец, все, в общем, как-то в эту сторону собирались вот действовать. Но, а ведь самое важное, оно всегда после «но» начинается, правда? Но для примерно 15 нефтяных магнатов, которые собираются посетить Трампа в Белом доме на этом пути к энергетическому господству, которое Трамп провозглашает, есть и тревожные знаки. Министр энергетики Крис Райт предложил установить целевую цену на нефть в $50 за баррель. Это слишком мало для поддержания добычи в США. Ой, не только мы в этой студии почему-то теперь об этом говорим. Президент несколько дней с энтузиазмом хвалил снижение цен на нефть, которое произошло после того, как он убедил ОПЕК+ увеличить добычу, и картель согласился. В сентябре 2024 года ОПЕК+ согласовали увеличение добычи. Да, они переносили какое-то время, и тут вот с 1 апреля они говорят, ребят, все, теперь все подходящие условия соблюдены, начинаем увеличивать добычу. Трамп, который к власти пришел с января, по сути, 2025 года, говорит, это я. Знаете, треуголка прорастает, так рука вот куда-то сюда. Это я их убедил. Без меня вообще шагу ступить не могут. После и из-за – это разные слова. Но здесь даже нельзя так оправдать, потому что Трамп говорит, да, это я вот сказал им. И вот эти послушные собачки побежали. Ну, есть такая штука, но опять же, мы что-то как-то вот в медицинскую зону куда-то туда вот пытаемся уйти. Поэтому не будем. А угроза введения президентом пошлин усиливает опасения отрасли по поводу потенциального экономического спада, даже несмотря на то, что пошлины повышают стоимость материалов, которые нефтяные компании, они используют для переработки, поэтому себестоимость вырастет. Однако, это уже после встречи появилось сообщение. Однако на встрече обсуждалась растущая обеспокоенность по поводу плана президента снизить цены на энергоносители. Возможно, знаете, Трамп выходит, энергетическое доминирование, бури, детка, бури, а ему стоп, дружок, погоди, друг, товарищ, брат, кто ты нам? Однако на встрече обсуждалась растущая обеспокоенность по поводу плана президента снизить цены на энергоносители. Возможно, до уровня, который сделает некоторые виды внутреннего производства нерентабельными. В среду цена на нефть, WTI, эталонную для США, закрылась на уровне $67,16 за баррель, что ниже $75,89 зафиксированного в первый полный рабочий день Трампа в Белом доме в этом году. То есть, опять же, почему-то не только мы в этой студии обращаем внимание на то, что бури, детка, бури, и снижение цен – это разнонаправленные штуки. Вот знаете, на таком понятном уровне. Штучки. Там вообще очень много разнонаправленного. Если читать сайт Белого дома, то это Трамп собирал руководителей крупнейших нефтяных компаний. А если подумать по жизни, то мне кажется, что это руководители крупнейших нефтяных компаний собрали Трампа, чтобы задать вопрос, почему у нас бизнес нерентабелен стал. Я думаю, что если бы билетики вот на эту встречу продавали... Да, многим было бы интересно. Бюджет штатов значительно подрос бы. А теперь самое интересное. У них в Техасе нравы простые. Значит, Bloomberg нам пишет. Не мы выдумываем вот здесь. Bloomberg пишет перед встречей, в тот же день перед встречей. Министр энергетики Крис Райт предложил установить целевую цену на нефть в $50 за баррель. После встречи нефтяников с Трампом, по словам министра, прошу прощения, можно вот цитату чудесного этого министра Криса Райта. Не думаю, верните. Не думаю, что я когда-либо упоминал нефть по $50. Я всегда говорил, что все товары зависят от спроса и предложения. Целевая цена, не целевая. Трамп кричал про $50, пока его собирались избирать. А теперь какие $50? Вы о чем? Нравы в Техасе простые. Встреча была закрытая. Фотография Криса Райта до встречи или после? После не публикуют. Зачем это вот безобразие показывать? То есть, понимаете, $50 должна быть целевая цена.
А я что-то не помню такого. Это я говорил? Ой, да наговаривают на меня. Я ж вообще человек хороший. Я такую ерунду... Что, дорогие нефтяники, говорите? Не можете вы денежку заработать при $50? Ну, не знаем. Уважаемые аналитики говорят, что и при 40 можете. В смысле врут аналитики? В смысле... Геоэнергетики лайв, что, правда, что ли, говорит? О, какой кошмар. Ну, надеюсь, Крис Райт нас смотрит и, дайте, переводит, записывает. Ладно, шутки шутками. Мы уже видим, что цены немного снизились в ожидании того, что добывать энергию в Соединенных Штатах станет проще и риски снизятся. То есть вот это снижение цен, вот это, знаете, спрос-предложение, это потому, что люди ожидают, что в Штатах вырастет добыча. Что характерно, 20 марта действительно на сайте Белого дома опубликовали, по сути, законодательный акт, который упрощает, который вводит ряд норм, направленных на упрощение выдачи разрешений на добычу. Мелькали цитаты, не все успели зафиксировать. В среду цена на нефть WTI 67.16. По окончании встречи 68,28 доллара за баррель. Это, видимо, услышали, что не $50, такие, слава тебе, Господи, ой. Я думаю, что мистер Райт, для того, чтобы ему дверь открыли на выход, он был на все согласен. И то, что он никогда не говорил, и то, что пусть там спрос-предложение, только дверь откройте, дайте выйти. Вышел. То есть, нельзя спорить с физикой процесса. Нельзя добывать нефть по цене выше, чем вы предлагаете ее сделать целевой. Будет сворачиваться такой бизнес. Топливно-энергетический комплекс, он не терпит суеты. Вот, политические хотелки, они превращаются в экономические проблемы. И хорошо, что мистеру Райту об этом напомнили вот в такой дружеской беседе.